Всем привет, ребят, всем здравствуйте, все, кто смотрит продолжение Assassin's Creed Revelation, это 11 серия, в которой, я думаю, все встанет на свои места. Располагайтесь поудобнее, чай, кофе, напоминаю всем, то, что все полезные ссылки найдете внизу в описании, не забывайте подписываться на наш телеграм-канал Heart Inside, два английских слова, ссылочки также есть внизу в описании, ставь лайк, комментируй это видео и не забывай поделиться. Поехали! Поехали! Поехали. Такс. Но это не здесь, это где-нибудь вот здесь будет, вот это вот, стопудово. Неожиданно. Поехали. Кстати, по пути обязательно, да, прикупим. У меня даже есть полное адаптированное издание Органона Что за Аристотеля. причина такой грубой? Ассасины, кстати, возвращаются с заданий наши. Меня безумно радует. Думаю, они нам сейчас пригодятся. Ну что ж, смотрим. Ластовая. Вот и книга. Тоже на превьюху прям пойдет. Офигенная сцена. Так. Ну, ёпта. Сломанные доспехи. Так, нам надо срочно с вами учиниться. Я думаю, уже давно пора. Сейчас найдем. Эй, мне что? Стража в жизни не видела ничего подобного. Спасибо, парни. Как нарочно, ни одного магазина вы заметили? Вообще ни одного. Кайся, или я тебе помогу. Похоже, придется разобраться. У меня какое-то дурное предчувствие, то, что эта книга вообще находится... Наверное, так оно и есть. Кажется... Ох, сударь, вам, конечно, вряд ли нужны деньги, но вдруг... Ну ладно, давай поможем. Хотя... Забей. Я думаю, да, деньги нам вряд ли нужны.
Обалдеть сцену, да? Ну что ж, девичья башня. Давайте, наверное, так и назовем. А вот и наш вход. Ох, я чувствую, крайне будет очень сложная миссия. Тимофей, мы по очереди идем. Все так просто, да, как всегда. На самом видном месте. Неплохо. Ой-ой-ой, мисклик, ребят. Я маленько у меня подлагнуло. Все, да, наверное, Габелла. Блять. Подлагивает почему-то именно вот в этих вот местах. Чуть, видать, с оптимизацией проблемы. Да ёпт, хорош. Ага, и как теперь вылезти? Я понял. Ладно, ничего, сейчас справимся. Куда? Наверное, правильно иду. Пошел второй заход. Тихо, 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 тихо. Давай без вот этого.
Легчайше. Это третий, да? Ага, здрасте. Тоже не все так просто. Будет и четвертый. Куда? Так, допустим. Ёпта. Пошел. Молодец. Молодец, братан. Он же здесь поднимется. Я понял. Блин, печально, что эти пролаги есть. Почему-то именно, я говорю, вот в этих вот акведуках, видишь, прям, я не знаю, на стриме видно, нет, но прям, ну, на будущее, я вам скажу так, что я просто буду этот, как он называется, я просто буду пиратки качать и все, потому что, ну, на старых играх, к сожалению, с оптимизацией все очень-очень печально. Попытаемся еще раз. Так. Давай, только без лагов. Так. Хорошо. Спокойно. Спокойно. Так. Спокойно. Вот она. Что? Чего? Ладно. Окей, пацаны. Это как? Я же ровно прыгнул прям. Ничего, ребят. Игрушка старая, я нормально к этому отношусь. Маленько помучаемся. Просто на будущее я говорю, я буду теперь качать нормальные репаки. От хатаба, от механиков, от уважаемых людей. Пресс-F, кстати. Какие-то предложения есть? Вообще, хоть какие-то мысли есть?
Попробовать без шифта. Окей, давай попробуем. Пробую без шифта сейчас. Подходить к краю, окей. Отойти, да? Без шифта прыгаю. У меня нет идей, как это пройти. Забагованное место. Пробуем через крюк, давайте. Неплохая мысль. Может быть, так пройдет. Вставай на палку, как я тогда туда прыгну? Все. Пробел не отпускаю. Как же прыгнуть-то, а? Вообще просто у меня даже вообще... Я хз, как прыгнуть. Отсюда прыжок. Просто не спрашивайте, как. Все абсолютно то же самое делал. Абсолютно то же самое. Без шифта. Без шифта. Просто через пробел прыгал. Ничего страшного, ладно. Бывает. Ну, с первого раза, кстати, на мувик можно. В следующей части проблем этих не будет. Ну, будем надеяться. Будем надеяться. Чего? Понял. Наверное, здесь вот так. Наверное, но это не точно. Здесь только вот сюда у меня мысль. Обалдеть. Куда, в космос лезем, че куда?
Мы отсюда не допрыгнем. Допрыгнет. Через крюк, если только. Пойдет. Наконец-то. Прошли все-таки. Минус баг. Четыре из 5, но 5 понятно где. Поехали. Мои люди бросили работу и ушли играть в кости. Правильно сделали. Кто, кстати, спрашивает, какую следующую часть мы будем проходить? Ребят, который идет по этому. Который по очереди идет следующий. Я не знаю название, правда, я не смотрел еще. И завершит разгром Селима. Кто сможет устоять перед настоящим качеством? Эй, вы с ума сошли? А вот здесь вот уже рядом кузнец. Вот сюда я точно забегу. Мы превращаем металл... Так. В первую очередь давайте ремонт. И меня интересует арбалет. Теперь у меня есть арбалет. Охренеть, по десятке, прикинь. Давайте захватим на плечи. Ну, кто платит, тот и прав. Потихонечку потом еще оденемся. В принципе, нам особо это и не нужно. Так, а арбалет, он... А, здесь я не могу его достать. Надо затестить, посмотреть, как арбалет выглядит. Точнее, как выглядит-то я вижу, а вот... Красивый арбаш. Что-то интересное будет. Главное, чтобы без багов. Говорят, во сне он кричит и все время зовет отца. Аббас, как же он жалок. Но это не нам судить. Отчего же? Если мастер тронулся умом, я хочу знать. Вечер добрый. У воды. Присядь. Вот. Спасибо. Зачем ты пришел, старик? Аббас заслуживает жалости, а не насмешек. Он прожил жизнь сиротой и стыдился своей семьи.
Он жаждет силы и власти, ибо не имеет их. Он наш наставник. Он не предал нас, как Аль-Муалим и Аль-Таир. Чушь. Альтаир не был предателем. Он был изгнан. Слышь ты. Бедняга. Как это вообще работает? Это вы? Я слышал сплетни, но я Как? не верил им. Я бы хотел поговорить с Аббасом. Прошло Как, уже блядь? столько лет. Не выйдет. Фидаин Аббаса не пустят нас в его замок. Настоящих ассасинов тут меньше половины. С чего же мне начать? С нас. Как, Альтай, как? Ты говоришь, они жестоки. Да ладно, Кто-нибудь ну, из не них может поднял быть. руку на невинного? Увы, да. Жестокость этим людям в радость. Тогда они умрут, потому что предали Орден. Но тех, кто не забыл кредо, надо пощадить. Доверься нам. Я понимаю, что это Альтаир. И что ходит по деревне? Про Аббаса и его кошмары? Нет. Про Альтаира. А что Аль-Таир? Говорят, внизу, в долине, какой-то старый ассасин спас жизнь торговцу. И сражался он спрятанным клинком. Все сплетни. Вранье, небось. Но все равно Аббасу лучше не говорить. Он же параноик. На тебя... Альтаир здесь? В деревне? Сообщите в замок, скорее! Ассасины! Ко мне! Не бежит. Сейчас побежал. Здравствуйте. Учитель, С приездом. Тихо! Мы не хотим его смерти. Сюда! Бей предателей! Ни хера, ёпта, добрый вечер. Без этого артефакта ты никто! Никто! Жалкое ничтожество! Ты Следуйте за мной к замку и не проливайте зря кровь. О, пацаны. Нормально, ребят. Пожилой, пожилой еле идет. Ни хрена пацаны отрабатывают. Просто. Он еле-еле бежит прям. Аль-Таир. 20 лет прошло с тех пор, как ты покинул нас. Сколько ж ему лет-то здесь? Еще просто не представляю. Сейчас нам особенно нужна твоя мудрость. А, он за меня стал? Хорош. Погнали, пацаны. Ёб твою. Ты смотри, сколько их там. Под 80 Убить лет его! ему здесь. Сейчас же! Ага. Чего вы ждете? Глупцы! Он околдовал вас! Ага. А пацан... Наш наставник вернулся! А тут все за меня, смотри. Мое почтение, наставник. Аббаса! За тебя! И за орден!
С возвращением. Альтаир, Мир вам, наставник. С возвращением, наставник. Предатель! Сдохни! Всегда честь, наставник. За победу до конца, Просто. наставник. Просто вот так вот одна рукой просто одно движение. Че, пацаны, аниме? Здравствуй, учитель. наставник, Мое почтение. Отзови своих людей. Нет! Я защищаю Масьяв! И ты бы поступил так же! Все, дружочек. Ты осквернил все наши идеалы. Москва конечная. И растерял все, что у нас было. Ты все принес в жертву на алтарь своей злобы. А ты потратил многие годы, Бог пялись ассасинов, в да, это по факту. яблоко и мечтая о собственной славе. Это правда, Аббас. Яблоко поведало мне о многом. О жизни и смерти. О прошлом и будущем. Я покажу тебе. Не шутя, имбот просто, реально имба, бля. Он просто взглядом убивает. Я не смогу простить тебя, Альтаир, за ложь о моей семье и об отце, за унижение, что я вынес. Это не ложь, Аббас. Мне было 10, когда твой отец пришел ко мне. Он рыдал. Умолял простить его за то, что он предал мою семью. Он перерезал себе горло. Он умирал прямо у моих ног. Я никогда этого не забуду. Нет! Но он не был трусом, Аббас. Он вернул себе доброе имя. Надеюсь, за этой жизнью будет другая. Я увижу его и узнаю о его последнем дне. Когда же придет твой час, мы найдем тебя. И тогда сомнений не будет. Альтаиру уже лет-то тоже. Если вы говорите под 80 ему здесь, ну сколько он проживет? Даже уже стариком он пытался сделать все, чтобы сохранить братство. В юности я бы назвал его упрямцем. Сейчас же я восхищаюсь его смелостью. Ассасины были всей его жизнью, от начала и до конца. Другой у него не было. Даже не знаю вообще, что сказать. Посмотрим, как далеко бежать. Сейчас я покажу вам лучшие изделия. Сейчас мы кое-что сделаем. Желаю вам удачи в делах. Я думаю, никто не против. Я немного не организован, но... Прошу вас, Чуть-чуть сударь, подожду. порекомендуйте меня друзьям. Обалдеть он выглядит, конечно.
Я чем-то вас рассердила, сударь? Ну что ж, такое никак. Да ёпта. У меня фулка уже, ребята, ассасинов. От боли в ухе могу... И какова причина такого крика? Заходите, но никогда не поздно. Я могу достать то, чего больше нет. Расшибется. Мне говорите, купи боеприпасов. Давайте посмотрим. Я ни разу просто... Я так понимаю, они как-то отдельно, да, покупаются? Вот, да, боеприпасы, наверное. Слушайте, а у меня фулка, ребят. Ничего страшного, давайте ножи докупим. Еще увидимся. Зеламетлей. Он так умудрился. Крадется, словно кот. Саюна аудиторе. Ходят слухи, что ты покидаешь нас? Обо мне все знают. Не бойся, брат. Капитан твоего корабля — друг. Но вы никуда не поплывете. Пока что. Янычары протянули цепь через устье Золотого Рога и объявили блокаду, пока тебя не найдут. И все это из-за меня? Мы отпразднуем это, но позже. Вот небольшой подарок. Осторожно, она в 100 раз мощнее обычных бомб. Не шутя. Бене, я знаю, что делать. Напряжение растет. Юсуф, стой. Un favore. Да? Уронить. Одна дама держит книжный магазин в старой лавке Пола. София. Пригляди за ней. Она славная женщина. Даю слово. Собери людей. Это должно привлечь внимание. Сейчас, я так чувствую, пойдет здесь добро. Почему он мне? Что говорил капитан? Так, думаю, наверное, наверху, да? Нет. Тебя порежу! Порежешь, порежешь. Сейчас пойдет добро.
Нормально. Я же Еще видел один его чужак. раньше. Откуда он? Давай, 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 родной. Давай. Нормально мы здесь попили пивка. Напруга идет. Tüm işi yanlış yaptın ahmak. Baştan başla. Здорово, пацаны. Здорово, отец. Проклятие! Куда он делся? Не знаю, куда. А ты круто берешь. Си, меня задержали. Какой-то капитан Джек Воробей получается. Но ты про меня слышал? Ты самый жалкий из всех пиратов. Ты ведь что-то знаешь, да? Ты знаешь, что там будет? Да, есть догадка. Ну же, Билл, ты же все доводишь до конца. Что, по-твоему, мы найдем? Если повезет, то сокровище. Если очень повезет, то нечто, что положит конец этой войне. По-моему, ты пудришь мне мозги.
Шон, я понятия не имею, что мы найдем. Но что бы это ни было, оно не должно попасть к тамплиерам. Интересно. Ты о чем-нибудь жалеешь, Дезмонд? К примеру. Что сбежал? Что бросил своих родителей? Что нашел идиотскую работу и успокаивал себя? Вот как это? Пытаться прожить жизнь, не избегая непростых решений? Да ладно. Да, ты ассасин. Но это был не твой выбор. К чему ты клонишь? Я хочу знать, жалеешь ли ты? Ну да. Мне жаль, что я был так резок с родителями. Надо было их слушать. И Люси. Может, все бы вышло иначе, если бы я... Я не знаю. Спасибо. За что? За искренность. Шон, ты в порядке? Ну да, конечно, я в порядке. Мы же ассасины, в конце концов. Чего нам удивляться, когда кто-то из нас вдруг склеивает ласты? Любая смерть – трагедия. Для кого-то, где-то. Мне вот что интересно. Стоит ли Дезмонд всех этих неприятностей? Кто он? Избранный какой-то? Или что? Золотой ребенок? И все такое прочее? Боюсь, что нет. Но у него очень редкий дар. В его ДНК много генов людей первой цивилизации. Таких, как он, 1 на 10 миллионов. Эффект просачивания. Это связано? Думаю, да. Жаль, что не мы первыми узнали о его даре. Тамплиеры догадались раньше нас. И первыми нашли его. У меня тут немножко собралось этих штучек. Невероятно. Это должно быть ядро анимуса. Ни симуляции, ни окружения. Я даже тела не чувствую. Здесь только сырые данные. А кто тогда я? Какая-то компьютерная программа? День сурка. Может, баг, да, с экраном, ничего страшного. Дом. Я здесь родился. Ферма. Да, ее называли фермой. Мои родители, еще 10-2 пар, дети. Это была тайная община. Домишки высоко среди холмов. Да, чистое небо, ветер, дым, запах солярки. Генераторы работали постоянно. Я вспомнил. Мы жили просто, как кочевники. Вдали от цивилизации. Готовые в любой момент сорваться с места.
Если бы нас обнаружили они. Ферма. Да, хотя, конечно, это была не совсем ферма. Мы выращивали овощи. Скота, кажется, не держали. Вроде было несколько собак. Ассасины. Я был рожден ассасином. Я не выбирал. Это было как династия. Ты ассасин, сказали мне. Но что это значило? Я слышал это с раннего детства. Они повторяли это снова и снова. Ты ассасин. Ты ассасин. И наша кредо... Ничто не истинно. Что это значит? Что мироздание бесцельно? Все дозволено. Все дозволено? Они выслеживают нас и не успокоятся, пока не уничтожат нас всех. Да, я верил в это, но не понимал смысла. В этом и проблема, когда твой путь определен рождением. Вера, но не осознание. Все были очень серьезны и напуганы. Эти разговоры об ассасинах, тамплиерах и конце света. Адел. Прими кредо, Дезмонд. В нем твоя сила. У каждого человека есть предел. Я не помню, как утратил веру. Как мне стало все равно. Чё, блядь? Как же глупо это все звучало. При слове «тамплиер» я еле сдерживал смех. А еще эти ассасины. Майнкрафт, что? Древняя война, говорили они, противостояние. А мне было пофигу. Пацану до фени сказки о войне, бывает же такое.
Ёпта, ты угораешь, что ли? Блять, вы чё? Наверное, я был одинок. Один в толпе. Если бы я сказал им это, они бы, наверное, послушали. Если бы я мог вернуться и сказать, если бы... Майнкрафт моя жизнь. Шон, ты в порядке? Ну Саня, да, ты в конечно, порядке? я в порядке. Ты в порядке, Можешь Саня? сесть. Я покинул Константинополь и направился вглубь Каппадокии, где Мануил тренирует своих солдат. Если мне повезет, я буду не один, и мне помогут атаманские шпионы. Но в любом случае, я рассчитываю только на себя. Я часто думаю о Софии, моей дорогой Софии. Клаудия, знал бы ты, что сейчас творится у меня в голове. Я никогда не думал, что так привяжусь к ней. После смерти Кристины во мне словно что-то высохло. Но потом способность любить и чувствовать ожила во мне снова. Я просто обожаю Софию. Но я не смею втягивать ее в свою жизнь. Я боюсь, что это станет для нее ударом. Или оттолкнет от меня. Финал, я так понимаю, да? $512 год. Армии здесь нет. Людей Тарика тоже. Хорошо, вопрос. Сколько еще примерно по времени? На серию хватит? Еще серия, да, наверное? Я просто думаю, чтобы долго не была. А, еще прилично. Окей. Все, ребят, тогда ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ссылочку на плейлист найдете внизу в описании. Не забывайте ставить лайк и пару комментариев оставлять в следующей серии. Встретимся.